Ночным рейсом из Нью-Йорка в Лондон она сидела у иллюминатора, стараясь не привлекать внимания. Для соседей по салону она выглядела как обычная пассажирка, спокойная женщина в теплой куртке, уставшая после долгого дня. Никто не догадывался, что ее настоящее имя – Сара Коллинз, и что в прошлом она была военной летчицей ВВС США, участвовавшей в сложных миссиях и принимающей решения, от которых зависели человеческие жизни. После увольнения со службы Сара сознательно выбрала тень. Она сменила круг общения, перестала летать чаще необходимого и пыталась забыть годы, проведенные в небе, полном тревожных сигналов и боевых задач. Этот перелет должен был стать очередным шагом к спокойной, ничем не примечательной жизни. Когда самолет вышел на крейсерскую высоту над Атлантическим океаном, равномерный гул двигателей подействовал усыпляюще, и Сара впервые за долгое время позволила себе уснуть. Но покой длился недолго. В салоне внезапно возникло напряжение. Бортпроводники переглядывались, пассажиры почувствовали неладное, а из кабины пилотов доносились короткие, резкие команды. Стало ясно, что возникла серьезная внештатная ситуация. Навигационные системы давали сбои, а неподалеку появился неопознанный самолет, двигавшийся слишком настойчиво. Для гражданского экипажа происходящее выходило за рамки обычных процедур. В этот момент прошлое настигло Сару. Осознавая, что на борту находятся сотни людей, она отказалась от анонимности и предложила помощь. Военная подготовка, опыт перехватов и умение действовать под давлением вновь оказались незаменимыми. Вместе с пилотами она помогла стабилизировать курс и передать экстренные сигналы службам безопасности. Напряженные минуты тянулись бесконечно, но вскоре в небе появились истребители королевских ВВС Великобритании. Опасность отступила так же резко, как и возникла. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Хитроу. Для пассажиров Сара стала неожиданным спасителем. Для нее самой этот рейс стал напоминанием: от собственного призвания невозможно скрыться навсегда. Спустя несколько месяцев она вернулась к работе, уже в аналитическом подразделении, занимаясь предотвращением подобных угроз. Иногда прошлое возвращается не для того, чтобы разрушить, а чтобы напомнить, кем мы остаемся в решающий момент.